Итак, в этом видео я дам вам идеальное криптопортфолио, если вам больше 40 лет. Давайте честно, если вам 40, то все совсем не так, как в 30, 20 и даже 18 лет. У вас больше обязанностей, есть работа, возможно, семья. Вы не можете идти на серьезные риски, вы не можете всегда быть в курсе всего. Это совсем другое. Так что, если вы думаете начать инвестировать в криптовалюты или уже инвестируете, но чувствуете, что не справляетесь, то это видео для вас. Налейте себе кофе или другой любимый напиток, потому что мы начинаем прямо сейчас. Привет, ребята, это Брифи Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифи Дэнс. Редакция сайта Crypto.ru перевела для вас ролик с канала The Crypto Factor. Поставьте нам лайк за проделанную работу и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать будущие выпуски. С возвращением! Меня зовут Пол, и в этом видео я расскажу вам про идеальное криптопортфолио, если вам больше 40. Если вы старше 40, 50, 60, 70, неважно, это идеальный криптопортфель для вас. Понимаете, если вам 40, то все совсем не так, как в 20. У вас больше обязанностей, возможно, у вас есть семья. Мы уже говорили об этом. И вы не можете просто сидеть за компьютером, пытаясь быстро продавать или вкладывать деньги в рискованные монеты, поскольку на кону стоит ваше будущее. Вам сложнее, у вас больше рисков, чем у 20-летнего. 20-летний еще может заработать. Если он потеряет все средства, то у него еще будет время, чтобы заработать, вернуть деньги, реинвестировать или найти новые возможности. Но если вам 40-50 лет, то вы не успеете это сделать. Нужно учитывать это при инвестициях. Поэтому я предложу вам сбалансированный криптопортфель. Более безопасный, если можно так выразиться, поскольку это криптовалюты. Тут нет ничего безопасного. Но этот портфель более сбалансированный, им легче управлять. К тому же у нас есть долгосрочные инвестиции, которые помогут принести огромную прибыль, о которой вы мечтаете. Но вам не нужно постоянно следить за ними, если вы понимаете, о чем я. Если вы здесь впервые, то меня зовут Пол. Этот канал посвящен криптовалютам и криптопредпринимательству. Так что посмотрите несколько видео, и если они вам понравятся, то подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. А теперь давайте начнем. Давайте посмотрим, что у вас есть. Вот так будет выглядеть криптопортфель, если вложите, например, 50 тысяч. Это сработает и с 25, и с 15, и с 60, и даже 75 тысячами. Вообще 50 тысяч – это просто число. Посчитайте сами и вложите столько, сколько позволит ваш бюджет. Первая криптовалюта, которую вы захотите купить, это, конечно, биткоин. Вам желательно держать большую часть своих средств в биткоинах. Понимаете, биткоин — это твердые деньги. С его помощью можно покупать на падениях, а также иметь доступ к прибыли с криптовалют, если это имеет смысл. Если биткоин падает, альткоины падают еще сильнее. Вы сможете купить больше благодаря имеющимся биткоинам. А когда все начнет расти, вы сумеете перевести прибыль в биткоины. Если цена продолжит расти, то вы останетесь в плюсе с биткоином и сумеете приобрести отстающие активы. Так что биткоин — это ваша основная валюта. У него есть доказательства концепции, он никуда не денется. Даже если вы пропустите бычий рынок, пропустите возможности продажи и получения прибыли, то биткоин, скорее всего, вернется и вырастет еще сильнее. Так уже было несколько раз. Поэтому вам нужно держать биткоин в своем портфолио криптовалют. В зависимости от суммы, которую вы инвестируете, будь то 50, 60 или 25 тысяч, вы должны держать хотя бы половину в биткоинах. Сейчас я объясню почему. Например, возьмем 50 тысяч. Вы можете вложить 25 тысяч в биткоин, а другие 25 тысяч в альткоины. Скорее всего, биткоин вырастет минимум в 2 или 3 раза. Это значит, что даже если вы пойдете наперекосяк, даже если альткоины упадут до нуля, то вы хотя бы вернете свои деньги благодаря биткоину. А может и получите прибыль, понятно? Вы можете использовать биткоин как своего рода гарантию. Не знаю, можно ли назвать это гарантией, но представьте, что это гарантия. Поэтому биткоин должен быть частью вашего криптовалютного портфеля. Еще вам нужно держать немного эфириум. Конечно, сейчас он не так хорошо себя показывает по сравнению с биткоином и соланой. И вам стоит инвестировать в Solana.
Мы поговорим об этом позднее. Стоит вкладывать в нее больше, чем в эфириум. Но эфириум вернется и снова станет популярным. Так что хорошо держать его в своем портфеле. Помните, это долгосрочный криптовалютный портфель. Вы не всегда будете проверять его и вносить изменения, поскольку вам больше 40. У вас есть обязанности, у вас может не быть на это времени из-за работы и так далее. А когда институциональные инвесторы вроде BlackRock начнут вкладывать деньги в биткоин и другие криптовалюты, то эфириум будет в этом списке. Так что эфириум тоже входит в ваш криптопортфель. И не волнуйтесь, скоро я расскажу о тех криптовалютах, которые могут принести огромную прибыль. Следующая монета, которую следует купить — Solana. Я уже сказал, что вам следует купить больше Solana, чем эфириум. Но Solana, слушайте, мы предсказывали ее рост при цене в $2. Говорили вам приобрести ее по цене в $8. Мы умоляли купить ее при цене ниже $100. Solana никуда не денется. Да, были шутки про Solana, что Sol, SOL, означает Sometimes Online. Иногда в сети. Но если отбросить шутки, то мы говорили, что Solana станет самой крупной позицией на этом бычьем рынке. И мы оказались правы. Если уж на то пошло, Solana доказала, что никуда не денется. Даже несмотря на все сбои и проблемы. Инвесторы продолжают поддерживать ее. Это отличная инвестиция для вашего криптопортфеля. Если какая-то криптовалюта и сумеет отобрать долю рынка у Solana, а я не верю, что это произойдет, но если кто-то и сумеет, то это Sui. Sui может повторить успех Solana. Это не 100% гарантия, но это небольшой риск, на который можно пойти. Так что покупка Sui на случай, если монета отберет долю рынка у Solana, имеет смысл. Но, скорее всего, обе эти монеты принесут вам хорошую прибыль. Сейчас вам нужно начать играть с нарративами. Мы знаем, что главные нарративы этого бычьего рынка — искусственный интеллект и игры. На прошлом бычьем рынке мы говорили, что этот рынок будет развиваться благодаря данным направлениям. И это происходит сейчас. Также влияет экосистема биткоина. Но пока не стоит вкладываться в слишком маленькие проекты. Далее мы поговорим о нескольких жемчужинах. Но сейчас вам нужно обратить внимание на варианты с ИИ и играми, а также на проекты Deepin и RWA. Однако это нарративы для следующего бычьего рынка. Я уже много раз об этом говорил. Блокчейн к ним еще не готов. Это не значит, что они не вырастут на волне хайпа к концу этого бычьего рынка. Так что вам нужно добавить в портфолио монеты с ИИ, играми Deepin и RWA. Отличными монетами с ИИ сейчас является ASI или Fetch. ASI — это комбинация проектов, связанных с ИИ, таких как Fetch, Ajax и Ocean Protocol. Они объединились, чтобы создать ASI. Все эти монеты были перенесены в Fetch. Fetch — это доминирующая монета, которая стала ASI. Неважно, покупаете ли вы Fetch или ASI, вы приобретаете одно и то же. Но ASI — это группа проектов, которые могут отобрать долю рынка у традиционных рынков. Они хотят получить больше власти. Короче, если ИИ преуспеет, то ASI тоже преуспеет. Это ваша голубая фишка. И тогда вы, возможно, захотите попробовать более рискованный вариант с ИИ. Например, что-то вроде AIOS, PAU или ChainGPT. Это рискованные варианты. Это основной вариант, а это рисковые. Понятно? Также вы хотите приобрести игровой токен. Вы хотите еще один игровой токен. Тут у вас базовый набор. Тут монеты с ИИ. Теперь нужен игровой жетон. Здесь вашей голубой фишкой станет IMX. IMX — голубая фишка, а G-Swift — рискованный вариант. G-Swift заключила партнерское соглашение с ASI, и мы предсказывали это. Мы предсказывали объединение монет на этом бычьем рынке во время предыдущего. И вот они это сделали. Мы также говорили об объединении нарративов, о слиянии таких нарративов, как искусственный интеллект и игры. Похоже, что G-Swift запустила этот процесс. Хорошим автономным вариантом стал бы, например, Pixels. А если вы хотите чего-то более масштабного, то можете приобрести что-то вроде GFAL. Это группа игровых компаний, производящих игры для мобильных устройств, децентрализованные мобильные игры. Итак, у вас есть основное портфолио и два нарратива. Есть варианты с ИИ, есть игровые монеты. Мы также хотим взять две монеты RWA или одну монету RWA и одну монету Deepin. И вот что вы можете сделать. Для RWA можете взять в портфолио что-то вроде Onda, а для Deepin вы можете взять что-то вроде Render, которое также затрагивает игры и ИИ.
Потому что, по сути, рендер децентрализованно предоставляет вычислительную мощность для игр и ИИ, используя ваши графические карты, процессоры и так далее. Это децентрализованная система. Она нужна для игр и ИИ. И если Deepin преуспеет, то ИИ и игры преуспеют. Для этого им нужен рендер. Им нужно что-то вроде рендер, чтобы все заработало. Еще вам нужно купить мемкоины. Вы можете сказать: «Пол, мемкоины? Серьезно? У меня нет времени на быстрое получение прибыли, как ты советуешь. У меня нет времени на мемкоины. Я не могу быть инвестором». Да, я понимаю, но есть несколько монет, в которые можно вложиться. Не волнуйтесь, я напишу список. В целом, если говорить о мемкоинах, то вам стоит купить что-то вроде Doge. Это король мемкоинов. Это мемкоин. Он не притворяется ничем другим. У Doge есть свое сообщество. Это идеальный мемкоин для долгосрочного инвестирования. Мы говорили о нем еще до Илона Маска. Мы накапливаем его. У него сильное сообщество. Dogecoin — это король, так? Но есть и другие мемкоины, в которые можно вложиться. Однако они не совсем мемкоины. Это скорее блокчейн-игры. Давайте объясню, что я имею в виду. Например, есть Foxy на Linea и Bread на Base. Linea — это блокчейн. Это сеть MetaMask. А Foxy — их талисман. Так что ставка на Foxy — это не столько приобретение мемкоина, сколько ставка на блокчейн. Вы вкладываетесь в блокчейн Linea. То же самое с Bread. Это мемкоин на Base, то есть на блокчейне Coinbase. Это не просто покупка мемкоина, это ставка на Base. Вы комбинируете мемкоины с новыми блокчейнами, понятно? Это не просто мемкоины. Конечно, есть и другие варианты. Вы можете рисковать больше или меньше. И если вы посмотрите мои видео о криптовалютных портфолио, ссылки на них оставлю ниже, то сможете инвестировать в некоторые из этих монет. Просто запомните основные монеты. Запомните и позвольте объяснить вам еще кое-что. Я быстро все объясню и расскажу, что нужно иметь в виду, если вам больше 40, 50 или 60 лет. Вот криптовалютный портфель для тех, кому за 40. Конечно, вы можете добавлять и другие криптовалюты. У меня есть другие криптовалютные портфели. Вы можете посмотреть их и добавить что-то из них. По сути, вам нужно уметь держать монеты, не паниковать, всегда следить за своим портфелем и быстро фиксировать прибыль. Это долгосрочная стратегия. Возможно, в конце этого года, в декабре, мы посмотрим, будет ли пик, чтобы зафиксировать прибыль. Может быть, в начале следующего года, в течение первых 3 месяцев 2025 года, мы зафиксируем прибыль, если будет пик, а затем снова купим монеты по более низкой цене, а также еще биткоин, если вы хотите быть в безопасности, а затем будем ждать вершину или формирование пика ближе к концу 2025 года, если у нас не будет более короткого бычьего рынка, о чем я несколько раз говорил. Еще раз, если это слишком сложно, то не волнуйтесь, просто подпишитесь внизу и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Мы почти безошибочно предсказывали вершины и падения на этом канале. Наш процент успешных прогнозов более 90. Так что не сомневайтесь, я сниму ролик и расскажу, когда фиксировать прибыль, когда снова входить, стоит ли снова входить и так далее. Так что обязательно подпишитесь внизу, чтобы не пропустить это. А если хотите узнать, как работают криптокошельки, как выбрать лучший и настроить его, то обязательно посмотрите вот этот ролик. Вы действительно не хотите пропустить это видео. В нем рассказывается, какие кошельки бывают, для чего они предназначены и так далее. Посмотрите этот ролик. Увидимся там. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.